Добрый день, уважаемые белорусы! Представляем вашему вниманию небольшое видео по печи камину Метабел Неман. Вот мы провели первую растопку, буквально прошло, сколько тут, даже 10 минут, наверное, не прошло, ну или около того. Вот посмотрите интерьер, как она здесь вписалась. На полу у нас плитка, сзади достаточное расстояние безопасное. Здесь порядка 40 где-то сантиметров до задней стенки, ну и до трубы еще больше. Вертикальный дымоход, немного смещена ось дымохода с помощью двух углов под 45. Ну и дальше там подшивка потолочной кровли, в принципе, начинается где-то в общей сложности в районе 4,5 метров. Ну, от колосника так все 5 будет, как, собственно, и нужно мерить. Вот посмотрите, как здесь будет она смотреться, потому что заказчик хотел, чтобы, в принципе, с 3 сторон была возможность наблюдать за огнем. Вот, соответственно, там будет комната отдыха, здесь стол обеденный. Ну, в общем, со всех абсолютно 3 точек можно наблюдать красоту пламени. Что касается регулировок, здесь у нас будет их 3. Ну, 2, собственно, базовые на печке. Система чистое стекло, колосниковая основная, ну и шиберная заслонка. Значит, уберем мы, наверное, колосниковую сразу. Чем хороши, конечно, стальные печи, они мгновенно реагируют на регулировки, в отличие от чугунных. Вот закрываем мы еще систему чистое стекло. То есть минимум даем кислорода прибору. Ну и картинка сразу же меняется. Если перекрыть, допустим, еще шибер, еще не нагрелся даже, вот он практически сейчас и по чуть-чуть и погаснет. Останется только за счет тяги. Вот и подсосы воздуха, где не до конца еще заслонки закрывались. Вот они еще продолжают гореть. Ну, вот эта вот система чистое стекло лучше пускай будет всегда открыто, я уже говорил. Вот, воздух нужно давать, чтобы стекла получали большую порцию кислорода и не образовывался вот этот вот нагар, который вот сразу вот начинает чернить стекло, образуется. Ну, наша задача сейчас прожечь ее где-то часок, а то и полтора, чтобы температура была у нас приличная, краска наша заполимеризовалась. Ну и потом уже наслаждаться каждый раз уже там от количества дров делать, какая мощность нужна, допустим. Вот, то есть если сразу тепло сделать быстро, тогда где-то там наполовину топки можно загружать. Вот, если так чисто интерьерная какая-то вещь, чтобы уютно было, можно там несколько полежек закинуть. Главное, чтобы дрова были сухие, конечно. Ну и желательно лиственных пород. Можно применять, в принципе, у сосны ель, но в пропорции, скажем так, 1 к 4 примерно. Вот, потому что, страдает в первую очередь как бы дымоход от этих смол. Вот, поэтому лучше лиственные. Приезжайте к нам, город Минск, улица Алибегова, 12Б. Подберем и вам печь. До скорого.